когда предохранители сгорают. Опустошение, апатия, пустота. Начальник всем наставляет, все там быстро забегают. Слышь ты, начальник, тебе надо, ты работай. У тебя хандра напала, иди водки тяпай. Это потому что климат, потому что выбросы. Люди такие, все, стоп. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нету, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Игорь Владимирович, хочется поговорить об эмоциональном выгорании конкретно на работе или в бизнесе. Частая история для людей, которые очень много работают, что вот ты там пахал 3-5 лет практически без выходных, без отпусков, и в определенный момент раз, и что-то сломалось. И ты уже и работу не любишь, и коллеги тебя раздражают, и вообще, в принципе, из дома выходить не хочется. Да. Вы с таким сталкивались, и можно ли этого как-то избежать, какие есть приемы? Да, есть два момента, почему это случается. Первое — физический износ. Износился человек, тело дает сигнал, команду, все, и отключается. Это как бы, когда предохранители сгорают, вот тот же самый эффект. Все, стоп. И второе, ты работаешь, а денег нет. Работы много, а денег нет. Это второй фактор. Это два основных фактора, когда происходит так называемое выгорание. Вот. Естественно, выгорание придумали эти психологи, психотерапевты, консультанты. Физически нет никакого выгорания, просто-напросто, ты устал, да, и нужно перезагрузиться. И в этот момент ты, конечно, чувствуешь просто полное опустошение, апатия, пустота. Каждый был в такой ситуации. Кстати, напишите мне, если ты был в такой ситуации, как это было. А вообще это опасное состояние? Надо следить за тем, чтобы не доводить себя до этого? Или, ничего страшного, отдохнул и дальше пошел? Это действительно опасное состояние, потому что в этот момент мы склонны к очень неадекватному поведению. Нам кажется, все, опоры нет, все пропало. Это свойственно человеку, приходить в какую-то точку, когда необходимо что-то новое. Я думаю, все смотрели фильм «День сурка». Кто не смотрел, обязательно посмотрите фильм «День сурка». Человек так устроен, что если он не делает что-то новое, не случается что-то новое, все, как будто бы человек превращается в живого мертвеца. Чтобы минимизировать потери от этого состояния, нужно сделать два простых шага. Первое, знать, что это нормально попадать в эти состояния. И второе, нужно уметь воспользоваться в этот момент, то есть распознать это состояние и воспользоваться этим состоянием. Смотри, я тебе сейчас дам инсайт. Представь, что с тобой завтра будет происходить что-то новое. Ты очень ждал чего-то нового, благоприятного, да, ты ждал. Но дело в том, что новое не может случиться, когда у тебя слишком много всего старого. Оно поместиться не может. Так же, как чай доливаешь в стакан, который наполнен чаем, а он не наливается, он все выливается, да, из стакана, да. Так и тут. Когда выгорел ты, так все, отлично, оно выгорело, ты дунул, этот пепел, ушел, все, ты пуст. Ты чувствуешь опустошение, так это благо великое. Чувствовать опустошение — это означает, в тебя сейчас ты можешь поместить что-то новое. Вот он, ход, это так называемый ход, когда, опознав, что у тебя выгорание, ты уйдешь не в депрессию или в состояние, что же теперь делать, еще купишь, наверное, курс, да, как выйти из состояния депрессии, что у тебя это выгорание произошло, давай, я тебя поздравляю. Ни в коем случае этого не делай, ни в коем случае. Иначе тебе потом еще VIP-проводника там дадут, да, и ты с проводником пойдешь, да. Конечно, ты вспомнишь какую-то травму, конечно, у тебя теперь есть основания оставаться и продолжать оставаться в этой гребаной депрессии, окей? И пока ты будешь в ней, ты отдашь все бабки этим своим консультантам, проводникам, да. Вот в этот момент, когда ты опознал, что у тебя такое состояние выгорания, все, опознал, отлично, воспользуйся им, загружай в себя новое, которое тебе будет питать и давать смысл. Как? Это третий шаг. Приди к людям, у которых сейчас есть то, что ты давно хотел. Приди, проведи с ними время, больше времени. 1 день, 2 дня, неделя, месяц, проводи с ними время.
Разреши себе наполниться тем, что ты всегда хотел, через то, что ты будешь с людьми, у которых оно уже есть, просто будь с ними, все. Что делать самому, в принципе, понятно, но хочется чуть-чуть на уровень спуститься или подняться руководителя. Как руководителю не выжечь сотрудника? Потому что всегда велик соблазн нагрузить на того, кто и так пашет. Ну, ты думаешь, ну вот он работает, еще поработает 5 часов, ничего с ним не случится. И потом раз человек выгорает и уходит, ценный сотрудник от тебя. Как вот здесь баланс соблюсти? Хороший вопрос. Моя рекомендация, прям настойчивая, да, руководителям, кто реально нарывался на то, что его действия могут привести к выжиганию или там, подавлению, там, стрессованию сотрудников, и потом он видит, что, результатов нету компании именно потому, что люди такие. Поэтому моя рекомендация следующая, смотрите, действовать не от времени, которое сотрудники работают, а распорядиться, скажем так, вызовами, которые захватывают сотрудники. Позвольте ему самому определить, какое время он использует для реализации этого вызова. Те же 5 часов или, может быть, полчаса, но это будет его решение. Дело в том, что любые решения, которые люди принимают изнутри себя, по своей воле, автономно, из автономной позиции, они вообще не так нагружают нашу психику людей. Вот решения внешние, которые мы вынуждены, обязаны выполнять и так далее, они очень сильно подавляют. Классическая ситуация. Начальник такой. Производительность низкая, там что-то результатов нет. Начальник всем навставляет, все там быстро забегают, но потом-то устанут. Побегали какое-то время быстро, опять встали. Он их опять напыжит, давай еще в выходные работать, все. В результате что? Через некоторое время весь отдел такой ляжет, скажет: слышь ты, начальник, тебе надо, ты и работай. И все, бывает так, увольняются люди, или просто встает итальянская забастовка, там просто. Он просто выполняет программу, он приходит, всех потужил, какой я, начальник. Он просто получать самореализацию свою, вот это подтверждение собственной значимости привык, когда он орет на своих подчиненных. Вот все, он в зависимости. А народ изможденный, там выходные, там все устает и так далее. Поэтому я предупреждаю тебя, товарищ начальник, который так делает. Во-первых, это путь тупиковый, ты все равно упрешься, или тебя твой вышестоящий начальник уволит, потому что результатов в отделе твоем не будет. Поэтому будь осторожен и вовремя перестройся, сделай по-другому. Например, захвати другой вызов. Что ты пыжишь людей, действуйте там быстрее и так далее. Давайте так, давайте часть рутинной работы, которую делают мои люди, автоматизируем. Для этого ты приходишь в отдел, говорит: ребят, что можно автоматизировать? В результате твой отдел начинает захватывать вызовы, не то, как ты сейчас видишь, а другие вызовы. Автоматизировать отдел, изменить процессы. Но это, конечно, очень сложно и совершенно никак не соответствует тому простому способу прийти, наорать на людей, получить свое подтверждение своей собственной значимости, на фоне подавления других людей, и все. Практически я не видел начальников, которые сами могли, их очень мало, 1% начальников, которые могут включить для себя трек самообновления, в основном только через увольнение. Поэтому я вообще не верю в найм людей, что можно методом отобрать людей, человека хорошего. Слушай, я верю в увольнение. Всех рано или поздно следует уволить для того, чтобы послать сигнал от самого мироздания, что, чувак, тебе пора измениться, хватит уже сидеть на жопе ровно и реализовываться за счет других, изменяйся. Вы уже сказали частично об этом, что сейчас об эмоциональном выгорании очень много говорят. Да. Психологи об этом говорят, но при этом находятся параллельно люди, которые говорят следующее: ребята, в Советском Союзе там все люди пахали на заводах, по 50 лет в одно и то же место ходили, что-то никто не выгорал. Вы вообще все, ребятки, зажрались, и никакого выгорания на самом деле не существует. Что бы вы им ответили на это?
В Советском Союзе все это, конечно же, было, но только слов таких не было, эмоциональное там выгорание там и так далее. Психологов не было столько, ну, а если и была вот это вот отклонение какого-то эмоционального состояния, то друг или сосед тебе говорил, ну, у тебя хандра напала, иди водки тяпни. Так и лечились. Вот некоторые до сих пор так лечатся, да. То же самое, когда вот сейчас вот с констатацией рак. Диагностическое оборудование стало более продвинутым, да, диагностируют раковые клетки раньше, на ранней фазе. А те, кто смотрит на статистику раковых заболеваний, они говорят, рак растет. Поэтому если взять эту статистику и преподать ее людям, ну смотри, блин, раньше рака было столько, а сегодня вон чего. Это потому что климат, потому что выбросы, потому что природу гадит, потому что пластик. Вот сейчас все уже такие говорят, да, вот мы в этом живем. Вот и все, пожалуйста. То есть мы взяли, натянули хер на котлету и получили, что люди испугались того, что раньше они не пугались этого, а сейчас они взяли и испугались. Вот, поэтому, конечно же, все всегда это было, просто сейчас, ну, действительно, люди становятся грамотнее, да, и диагностируют рак на более ранней стадии, и диагностируют разные эмоциональные состояния, разные отклонения могут с этим работать. И специалистов стало больше. Вот. Это хорошая новость, и это очень здорово. Плохая новость такая одна, жуликов стало очень много. Ну, вот этих психологов, которые других людей разводят. Поэтому будьте осторожны, когда вы идете и вверяете свою душу, сердце и тело очередному врачевателю. Вот. Если вам, кстати, нужна рекомендация, где находить правильных психологов. Правильных психологов нам не надо. Правильные психологи у нас тоже есть. У меня последний вопрос остался. Мы, в принципе, поговорили о том, что часто вот этому выгоранию рабочему подвержены люди, которые с большой интенсивностью работают, много работают. А может ли подобное случиться с теми, кто, наоборот, прохлаждается, чаи гоняет на работе и как бы не приносит значимого результата и вообще, в принципе, работает немного? Да. Отличный вопрос. Дело в том, что вот в большинстве своих случаев именно их это чаще касается. Бессмысленность существования человека приводит к огромному количеству психических болезней, отклонений сперва, а потом и болезней. Поэтому, ребята, если, как это все говорят, вот заработаю кучу денег, потом не буду работать и буду вот отдыхать, и все будет хорошо. Не будет хорошо. На вас такая хандра нападет. Просто когда у человека есть дело, которое его питает и дает смысл, и все это дело приносит отношения, построенные на доверии с другими людьми, тогда счастье, тогда вот это вот наполненность и так далее. А когда прохлаждение, когда вот нету вот никакой целеустремительной среды, да, вот все, хандра вам просто гарантирован. Бессмысленность существования будет вас подавлять, убивать, в результате, вы будете искать спасения в разных там транквилизаторах. Хорошо, если это будет алкоголь, да? А если это будет наркотики? Жопа нас подстерегает везде, она везде. И вообще минное поле возможностей, как я называю жизнь, она устроена так, что вот куда бы ты ни пошел, везде ловушки. Поэтому, да, хочешь идти один, пожалуйста, иди. Но ты в первую ловушку угодишь. Если даже в первую не попадешь, во вторую или в третью точно угодишь. Вот и все. Поэтому помните, что нам по жизни нужны проводники, нужны люди, которые уже ходили и знают вот эту карту минных полей. Я очень хочу вам пожелать, чтобы в вашей жизни были такие проводники, учителя, проводники, наставники, как угодно это называйте. Кто предупрежден, тот вооружен. У вас теперь повышенные шансы на успех в вашей жизни. Слабые сигналы в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Не хочешь взять это, я так не думаю. Просто не слышишь эти слабые сигналы. Эти слабые сигналы.